Сделал я на заказ вот такую баночку. Размер 20 на 30 и высота 25. Размера нигде я не брал. Так, от себя. Больше такие размеры мне понравились. Так. Нашел я вот такую проходную муфту. 20-ю. Под них я сделал два отверстия. Это на слив и возврат. Вот так это будет выглядеть. Ну и сюда такую же вкручу. И далее нужно сделать здесь, так сказать, круг, для того, чтобы у нас вращение было по кругу. Для этого я использую такую штучку. Взял я ее за 200 рублей в рекламной организации, то есть в рекламной компании. У них по-любому вот такие штуки есть. Это типа ламинируют что-нибудь, документы или что, только здесь она более такая грубее. Ну, то есть в рекламных всяких баннерах вот это все не используют. И для вот этой конструкции как раз это идеально. То есть нужно будет вот так вот круг здесь зафиксировать. Вырезал я вот такие отверстия с двух сторон. И сейчас в них буду вклеивать вот такую ткань. Не помню, как она называется. В общем, она вот такая в сеточку. Дышащая, так сказать. То есть нам главное, чтобы наши наупли артемии и мальки-креветки не как правильно слово-то подобрать, не пролезли. Сейчас отрежу квадратики и приклею вот так на герметик. Нанес я клей. Сейчас он немного подсохнет и буду клеить. Подсохнет для того, чтобы схватывался более крепче. А то он сейчас сильно жидкий. Клей на материале засох, и я вот так вот ее зафиксировал, чтобы был круг. Зафиксировал на строительный скотч. Вот это отверстие посерединке, так как там будет выходить флейта и делать поток вокруг по часовой стрелке. Сейчас буду проклеивать внутри. Так, прошелся я в круг внутри клеем с обеих сторон.
вроде аккуратненько получилось. Сейчас подсохнет. Сверху сниму скотч и доклею. Снизу я оставил зазор для того, чтобы вода тоже циркулировалась, уходила влево, по низу и на слив. Сделал специально в две, чтобы меньше они забивались. С одной придется чаще, видимо, чистить, я так думаю. Карандаши потом надо будет как-то вытащить. В принципе, вытащу пинцетом. Ну все, я вроде склеил, все собрал. Сейчас буду делать тест. Имитация аквариума. Какой был контроллер, такой поставил, в смысле помпу. Это у меня запасная на скиммер. Пригодилась. Так, включаем. На меню. Плавное включение. Смотрим, как по давлению много будет. Подойдет. Похоже, что много. Надо будет передавливать. Или вообще другую помпу искать. Он как хлещет. Так кажется. Ну так. Сейчас посмотрим. Все, вода пошла. Так. Ну, в принципе, с пузырьков еще пустить. Пузырьки не идут. Ну, что-то видно, летает. В принципе, мне кажется, что прям вообще идеально. Так, похоже, сделал я маленький слив. Вроде 20-я труба. Вот она уже булькает. Видимо, надо ставить 25-ю. В общем, пришлось рассверлить отверстие. Те, кто хоть раз паял в жизни полипропилен, знают, что внутри при спаивании образуется такая юбка, то есть она диаметр внутренней трубки она маленько занижает. Вот эта вот юбочка пластика напаивается. Ну вот я рассверлил, делал, наверное, до 30-го размера, если не побольше. Ну и там она маленько сужается. Я думаю, будет нормально. Остались там всякие эти катышки, так сказать. Сейчас я их сточу наждачкой, чтобы было идеально. Ну и должно быть гладко, чтобы там не росли какие-нибудь водоросли, потому что водоросли любят цепляться за всякие вот эти вот. Сейчас сточу, будет гладенько. И буду пробовать снова запускать. Итак, дубль 2. Включаем помпу. Ставим на минимуме.
Здесь я сделал сосок, чтобы воздух выбрасывать. Попробую. Трубочку сюда. И там какой-то глушитель. Но вообще я думал на будущее, допустим, сверху ставить еще одну баночку, такую же маленькую, и слив сюда же врезать. Но думаю, из-за трубы размера для второй уже точно не хватит. Ну вот, я вроде все установил. Включаем. Ну, вроде все работает. Осталось понаблюдать за уровнем. Сейчас я его отмечу. И наблюдать буду за тем, чтобы вода не перелилась, конечно же. Включил я на 2 деления, так как в саму помпу я запихал синтепон. Это для того, чтобы вот эта сеточка у нас не загрязнялась, так как весь мусор будет подниматься сюда из аквариума, который падает в сам. Вот так я спустил вниз шланги, вот они два, в сливном отсеке. И вот, чтобы мусор оттуда не поднимался туда вверх, маленькую баночку, я в помпу подъемную вставил синтепон. Из-за этого давление еще уменьшилось, поэтому я включил на 2. И пока буду наблюдать. Ну вот, прошли сутки. Уровень выдержался. Значит, все нормально. Скоро буду запускать малька. Так что вот, пользуйтесь. Надеюсь, кому-то это понадобится. Кто-то попробует тоже.